Всем доброго времени суток. В сегодняшнем видео я хочу немножко порассуждать на тему молодого плодового сада. В общем, зацепить такие темы, как, например, вот сенокос в саду. И многие советуют все это сено куда-то выносить, сжигать его или использовать в мульче. Ну и также вот, что делать с листьями в саду. Надо их выносить, куда их сжигать, в компост. Ну или все-таки оставить в этом саду под деревьями, пускай лежат. Ну давайте поразмыслим на эту тему. Если сделали в своем саду сенокос, произвели, обычно это все сено люди куда-то убирают. Но все же, если подумать логически, то органика, которая поступает в землю, удобряет эту землю разными микроэлементами. То есть, основными там азот, калий, фосфор и там другими дополнительными. Поэтому я считаю, что когда скосил траву в саду, ее не нужно никуда выносить. Ее надо оставить просто, пускай она лежит, постепенно раскладывается и уходит в землю, тем самым обогащая грунт питательными веществами. То же самое и с листвой. Некоторые думают, там на листве все-таки разные грибы, там бактерии, это все как бы инфекции, но это все ерунда. Все равно всю инфекцию из сада не убрать. Все равно эти все бактерии будут постепенно появляться на дереве и полностью от них не избавиться. Поэтому листва, которая поступает в землю, она также удобряет грунт микроэлементами. Ну и сразу получаем результат, что если из сада постоянно выносить все сено, которое мы скашиваем, все бурьяны, весь лист после осеннего листопада, все это подчистую забирать, то мы оставляем деревья голодовать. Как бы это не смешно звучало, конечно. И поэтому такие деревья за сезон надо 4-5 раз подкормить по листу. И что же получается? Что мы сами себе добавляем проблем, забот и работы. Что если сено не убирать и листву, то, естественно, не надо подкармливать. Следующий вопрос – это обрезка плодовых деревьев. Очень многих волнует этот вопрос. И волнует даже то, что действительно ли она так необходима деревьям. Я лично считаю, что первых 2-3 года деревья надо сформировать. И поэтому их надо как бы обрезать. Но смотрите, какая штука. Каждая обрезка – это открытие, так скажем, это раны для проникновения разной инфекции прямо в древесину дерева. Получается, что сделав обрезку, мы дополнительно должны деревья обработать фунгицидами 1, 2, 3 раза за год. И получается такая штука, что когда мы обрабатываем деревья фунгицидами, то на деревьях также есть защитные бактерии, которые тоже уничтожаются от этих фунгицидов. Так скажем, как у человека. Вот есть антибиотик. Если антибиотик принимать тогда, когда его нужно, то он как бы приносит пользу, но тем самым у человека он убивает и полезные бактерии. То есть, как приносит пользу, так же и вредит. Вот так же и у деревьев. Как бы делаем обработку, убиваем вредные бактерии, вредную инфекцию, но и тем самым убивая полезную микрофлору, которая находится на каждом деревце. Сейчас я нахожусь у своих родителей, и вот эта часть слева, это получается у нас 2-летний сад, а с правой стороны это 1-летний сад. И есть деревца, здесь 2-летки, которые я досаживал вот при осенней, так скажем, посадке, добавлял в тех местах, где пропали у меня. Вот такая вот чудо-вишня. Это, как видно, уже 2-летка, и даже в следующем году на ней могут быть цветы. Но все-таки ее надо будет немножко подрезать,
подформировать, потому что туда дальше я с ней ничего не сделаю. Она будет очень такая кучерявая, загущенная. Ну и это не совсем хорошо. Хотя деревцо, в принципе, каждое само по себе знает, как ему себя формировать. Но иногда оно немножко, так скажем, может перестараться. Особенно вишня, она очень сильно загущается. Поэтому лучше сразу на начальном этапе убирать все лишнее, иначе потом ничего не сделаешь. На некоторых яблонях, вот таких молодых, остались даже листья. Что с ними делать? Да ничего с ними не делать, они сами по себе опадут. Если лист остался на дереве вот такой, это значит, что вот эта макушка полностью не вызрела. Поэтому листва еще держится. Но это ничего страшного. Будет происходить обрезка. Вот эта невызревшая часть обрежется. И останется только все то, что нужно. Это молодые яблоньки. Я уже их показывал в своих видео. Ну, еще вот покажу такая сливка. Это у нас, по-моему, чачакская, если я не ошибаюсь. Вот такая сливка. Первый год после посадки. Вот такая у нее формировка. Так что я думаю, что вам было это видео интересным. Если это так, то ставьте пальчик вверх, пишите свои комментарии по этому поводу. Специально затянул немножко с этим видео, чтобы его снять, чтобы выпал снег. И вот на фоне белого снега очень хорошо видны плодовые деревья, как они выглядят, как они развиваются. Ну и вот последний у нас такой персик, за год вырос вот так. Что с ним будет дальше, посмотрим. В общем, у меня здесь собачки лают, петухи поют, а я на этом с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока.